Дорогие друзья, сегодня я поделюсь с вами драгоценной тайной, которую долго хранил. Знаете этот особенный момент утра, между 3 и 5 часами? Что ж, на этот раз, который многие считают просто еще одним периодом сна, на самом деле это божественный дар, способный изменить нашу жизнь. Как будто Вселенная подарила нам волшебный момент, когда наш разум стал более восприимчивым, а тело более чувствительным к позитивным изменениям. Только представьте, пока город еще спит, у нас есть возможность пробудиться к новой версии себя. Многие из вас могут подумать, но почему именно в этот раз? Ответ кроется в чем-то особенном, что происходит с нашим мозгом в этот период. Это как если бы у нас открылось окно прямо в наше подсознание через так называемые тета-волны. Это тот момент, когда мы все еще находимся между сном и бодрствованием, понимаешь? Например, когда мы были детьми и проснулись рано, чувствуя в воздухе необъяснимый покой. Наши внуки, как правило, просыпаются в это время естественным образом, и теперь мы понимаем, почему. Именно тогда наш разум наиболее открыт возможностям. В эти драгоценные моменты раннего утра наш организм естественным образом вырабатывает особые гормоны, которые помогают нам чувствовать себя более энергичными и бодрыми, как будто природа подготовила нас к получению благословений грядущего дня. Вспомните, когда мы были моложе и рано вставали, чтобы поработать в поле или приготовить завтрак для семьи, в этой утренней тишине было что-то особенное, не так ли? Это чувство покоя и безграничных возможностей по-прежнему доступно нам. С возрастом многие из нас естественным образом просыпаются раньше. Вместо того, чтобы беспокоиться об этой характеристике старения, мы можем превратить его в нашего главного союзника. Это как старая поговорка, которую всегда говорили наши бабушки и дедушки: «Бог помогает тем, кто рано встает». Сегодня наука доказывает, что они были правы, но по причинам, о которых они даже не догадывались. В это особенное время наш организм более подготовлен к получению новой информации и созданию новых привычек. Вы когда-нибудь замечали, насколько легче ясно мыслить, когда вы просыпаетесь естественным путем, без раздражающего шума будильника? Именно это и происходит между 3 и 5 часами утра. Наш разум подобен кристально чистому озеру без ряби, идеальному для отражения наших истинных намерений и желаний. Это идеальное время, чтобы осознать свою сущность и определить, чего мы действительно хотим от своей жизни. Интересный аспект этого графика – то, как он связывает нас с нашей внутренней мудростью. Многие великие духовные мастера, например, те буддийские монахи, которыми мы так восхищаемся, выбирают этот период для своих глубочайших практик. Это не случайно, именно тогда завеса между материальным и духовным миром становится тоньше, позволяя глубже проникнуть в суть и соединиться с нашей истинной сущностью. Красота пробуждения в это время также заключается в тишине, которую мы обретаем. Не просто отсутствие внешнего шума, а тишина позволяет нам четче слышать свой внутренний голос. Это похоже на тот момент, когда мы сидим на крыльце рано утром и слышим, как первые птицы начинают свой день. В воздухе витает чистота и обещания, которых мы не находим ни в какое другое время. Для тех, у кого проблемы со сном, как у многих из нас в этом возрасте, этот график может стать ценным союзником. Вместо того, чтобы ворочаться в постели, беспокоясь о бессоннице, мы можем превратить это время во что-то значимое. Это похоже на превращение лимонов в лимонад. Мы берем то, что можно рассматривать как проблему, и превращаем это в прекрасную возможность для нашего личного развития. Помните, когда мы были молоды и хотели начать день пораньше? Да, мы можем восстановить эту энергию, но теперь с мудростью, которую нам принесли только годы. Речь идет не только о раннем подъеме, но и о том, чтобы использовать это особое время, чтобы воссоединиться со своими мечтами и стремлениями. В конце концов, у нас больше нет целей и желаний не потому, что мы в расцвете сил. Ценный совет для тех, кто хочет начать эту практику: делайте это постепенно. Начните с постепенного изменения времени сна. Возможно,
на 15 минут раньше каждый день. Это как готовить торт, нельзя торопить процесс, каждому ингредиенту свое время. Говоря о времени, уважайте естественный ритм тела. Если однажды ты не сможешь проснуться в это время, ничего страшного, это не соревнование. Самое интересное, что когда мы начинаем просыпаться в это особенное время, мы естественным образом чувствуем себя более энергичными в течение дня. Это как сделать себе подарок на раннем этапе, подарок времени, тишины и возможностей. А кто не любит начинать день с подарка, правда? Особенно дар, который помогает нам чувствовать себя моложе и энергичнее. Исследования показывают, что люди, которые соблюдают регулярный режим сна, особенно раньше просыпаются, имеют лучшее качество жизни. У нашего тела как будто есть внутренние часы, и когда мы их уважаем, оно вознаграждает нас большей энергией и расположением духа. Для нас, уже проживших так долго, это прекрасная возможность сохранить свою независимость и жизнеспособность. Еще одно замечательное преимущество пробуждения в это время – это возможность посвятить время, которое по-настоящему принадлежит нам, без внешнего вмешательства. Мы можем использовать этот момент, чтобы произнести молитвы, практиковать свою духовность или просто созерцать жизнь с благодарностью. Это священный момент соединения с нашей глубочайшей сущностью. Воспринимайте это как инвестицию в себя. Точно так же, как мы откладываем немного денег на будущее, так и проснуться между 3 и 5 часами утра. Это все равно, что внести ежедневный депозит в банк здоровья и благополучия. И самое приятное – проценты выплачиваются в виде расположенности, ясности ума и внутреннего покоя. Наш собственный жизненный опыт научил нас, что лучшее дело требует самоотверженности и постоянства. Пробуждение в это особенное время ничем не отличается. Это похоже на уход за садом, нам нужно быть последовательными в своих действиях, чтобы пожинать самые сладкие плоды. Говоря о сборе урожая, как насчет того, чтобы вместе выяснить, какие методы мы можем применять в это особенное время, чтобы максимизировать его пользу. Теперь, когда мы понимаем, почему время между 3 и 5 утра такое особенное, давайте откроем для себя 3 замечательные практики, способные полностью изменить нашу жизнь. Это простые упражнения, которые может выполнять каждый, независимо от возраста и физического состояния. Думайте об этих практиках как о подарке, который вы дарите себе каждый день, об инвестициях в свое благополучие, которые приносят сложные проценты в виде здоровья и счастья. Первая практика и, возможно, самое важное – это медитация. Но не бойтесь, я не говорю о тех сложных медитациях, которые мы видим в фильмах. Это нечто гораздо более простое и естественное, например, когда мы сидим дома на балконе и наблюдаем восход солнца. Мы начинаем с того, что просто сидим в удобной позе, это может быть ваше любимое кресло, и фокусируем внимание на своем сердце. Это похоже на тихий разговор с нашим лучшим другом, с самим собой. Во время медитации совершенно особенным упражнением является визуализация будущего, которого мы хотим, но не просто так. Важно чувствовать эмоции так, как будто мы уже живем в этот момент. Например, если вы хотите с большей охотой играть со своими внуками, представьте, что вы бежите и смеетесь вместе с ними в парке, почувствуйте радость в груди, улыбку на лице, энергию в теле. Это как когда мы были детьми и мечтали, но теперь с более великой целью. Ценный совет по практике медитации – начните с 5 минут. Это похоже на обучение вязанию крючком или спицами. Мы начинаем с простых стежков и постепенно создаем более сложные работы. Используйте мягкий таймер, который не пугает вас, когда он сработает, и постепенно увеличивайте время по мере того, как вы чувствуете себя комфортно. Важно не количество времени, а качество вашего присутствия во время практики. Наука открыла невероятные вещи о медитации. Знаете ли вы, что это помогает улучшить память и сон? Это верно. Это как очистить свой разум, привести мысли в порядок и успокоить беспокойство. Для нас, которые иногда беспокоятся о наших детях,
внуках и собственном здоровье, наличие этого инструмента похоже на естественное средство от беспокойства, без побочных эффектов и совершенно бесплатно. Наша вторая преобразующая практика – осознанное движение. Я говорю не о тяжелой гимнастике или сложных упражнениях, а скорее о плавных и щадящих движениях нашим телом. Это может быть спокойная прогулка по дому, простая растяжка или даже йога, адаптированная для пожилых людей. Важно двигать телом осторожно и внимательно, соблюдая наши ограничения. Когда мы говорим об осознанном движении, представьте, что вы танцуете вместе со своим телом. Каждое движение похоже на тихий разговор с вашими суставами, мышцами и костями. Например, когда вы просыпаетесь, еще до того, как встанете с постели, вы можете делать плавные движения пальцами ног, затем лодыжками и так далее. Это все равно, что сказать «доброе утро» каждой части вашего тела, мягко подготавливая ее к дневным занятиям. Польза от осознанного движения невероятна, особенно для тех из нас, кто старше 70 лет. Эти легкие упражнения не только улучшают равновесие и предотвращают падения, но и помогают сохранять независимость в повседневной деятельности. Это похоже на профилактическое обслуживание ценного автомобиля. Чем больше мы о нем заботимся, тем дольше он работает хорошо и доставляет нас туда, куда мы хотим. Увлекательный аспект осознанного движения заключается в том, как оно помогает нам воссоединиться с нашей внутренней молодостью. Помните, как приятно было размяться по утрам? Или то чудесное чувство после хорошей прогулки? Мы можем восстановить эти ощущения с помощью движений, адаптированных к нашему возрасту, сохраняя ту же радость и легкость, что и раньше. Тем, у кого есть физические ограничения, не волнуйтесь. Есть адаптации для всех условий. Если вы не можете долго стоять, выполняйте движения сидя. Если у вас артрит рук, двигайте так, как вам удобно. Это похоже на адаптацию старого рецепта, мы сохраняем суть, но корректируем ингредиенты по мере необходимости. И третья, не менее важная практика – это целенаправленное обучение. Наш разум подобен саду, который нужно возделывать ежедневно. Независимо от нашего возраста, мы всегда можем узнать что-то новое. Это может быть чтение хорошей книги, просмотр образовательных документальных фильмов или даже изучение того, как лучше использовать свой мобильный телефон для общения с внуками через WhatsApp. Секрет целенаправленного обучения заключается в выборе тем, которые действительно нас интересуют и заставляют расти. Например, если вы всегда хотели больше узнать о лекарственных растениях, сейчас самое время. Или, может быть, вы хотите узнать о безопасных инвестициях, чтобы обеспечить более спокойный выход на пенсию. Важно сохранять свой ум активным и любопытным, как у ребенка, который познает мир. Очень эффективный метод сохранения того, что мы узнали, это попытаться объяснить содержание другому человеку, даже если оно воображаемое. Это как когда мы учили чему-то своих детей, когда они были маленькими, объясняя, мы закрепляем собственные знания. Вы даже можете записать аудио, объясняющее, что вы узнали, а затем слушать, как если бы вы преподавали себе урок. Чтобы сделать обучение более приятным, мы можем создать гостеприимную среду. Как насчет того, чтобы приготовить тот чай, который вам нравится, сидя в любимом кресле и посвятив полчаса изучению чего-то нового? Это похоже на создание священного ритуала заботы о себе и личного развития. И не забывайте, нет возраста для обучения, есть только желание расти и развиваться. Самое прекрасное во всех этих практиках – то, как они естественным образом дополняют друг друга. Это как хорошо сбалансированный рецепт, где каждый ингредиент играет свою важную роль. Медитация успокаивает ум и готовит почву, сознательное движение заряжает тело энергией, а целенаправленное обучение наполняет нашу душу знаниями и мудростью. Вместе они создают прочную основу для более полной и осмысленной жизни. Теперь, когда мы знаем основные практики, давайте углубимся в то, как мы можем использовать целенаправленное обучение, чтобы расширить свой кругозор и обогатить нашу жизнь.
Вам знакомо это чудесное чувство, когда узнаешь что-то новое? Внутри нас словно включается свет, освещающий не только наш разум, но и все наше существо. И самое приятное, этот свет может сиять все ярче и ярче, независимо от нашего возраста. Я собираюсь поделиться с вами увлекательным научным открытием. Наш мозг продолжает формировать новые связи на протяжении всей нашей жизни. Это похоже на сад, который никогда не перестает расти. Каждый раз, когда мы узнаем что-то новое, мы словно сажаем новое семя в этом саду. И, как в ухоженном саду, чем больше внимания мы уделяем обучению, тем более цветущим и обильным оно становится. Чтобы начать этот путь целенаправленного обучения, выберите тему, которая действительно разжигает ваше любопытство. Например, если вас всегда интересовали лекарственные растения, начните с изучения тех, которые вы уже используете дома. Я знаю 82-летнюю женщину, которая начинала так, а сегодня у нее есть небольшой лечебный сад, которым восхищается вся округа. Она не только выращивает растения, но и делится своими знаниями с другими членами сообщества. Очень эффективным методом закрепления того, что мы изучаем, является метод учителя. Представьте, что вам нужно научить воображаемого ученика тому, чему вы учитесь. На первый взгляд это может показаться странным, но это невероятно эффективно. Например, если вы изучаете здоровое питание, объясните вслух: видите ли, дорогой студент, зеленые продукты важны, потому что... Это похоже на то, когда мы объясняли что-то нашим детям, когда они были маленькими. Обучая, мы учимся дважды. Секрет в том, чтобы соединить новые знания с нашим жизненным опытом. Например, если вы изучаете медитацию, соотнесите эти техники с теми моментами в вашей жизни, когда вы естественным образом чувствовали себя умиротворенными и спокойными. Может быть, тот особенный момент, когда вы завтракаете на балконе или когда ухаживаете за садом. Таким образом, обучение становится более естественным и содержательным. Для тех, кто заботится о своей памяти, ценный совет – заведите блокнот. Ничего особенного, как говорит молодежь, не должно быть. Простой блокнот вполне подойдет. Запишите свои открытия, свои сомнения, свои размышления. Это похоже на создание журнала вашего учебного пути. И какое чудесное сокровище можно однажды оставить своим внукам. Целенаправленное обучение также может быть прекрасной социальной деятельностью. Как насчет того, чтобы сформировать небольшую учебную группу с друзьями? Вы можете собираться раз в неделю, чтобы обсудить книгу, поделиться открытиями о здоровье и благополучии или даже вместе научиться лучше использовать технологии. Это как кофе с пирожным, но также питает разум и дух. Особенно важной областью нашего обучения является финансовое образование. Никогда не поздно научиться лучше заботиться о своих деньгах. Начните с базовых понятий о безопасных инвестициях, таких как сбережения и прямые казначейские облигации. Специально для пожилых людей есть отличные каналы на YouTube, которые доступно и спокойно объясняют эти темы. Технологии могут стать отличным союзником в нашем обучении. Не нужно ее бояться. Начните с маленьких шагов. Узнайте, как правильно использовать WhatsApp для общения с семьей, а затем изучите приложения для медитации или упражнений, адаптированные для нашего возраста. Это как научиться кататься на велосипеде. Сначала это кажется трудным, но потом становится второй натурой. Еще один ценный совет – создайте программу обучения. Выделите для учебы определенное время дня, желательно, когда ваш ум наиболее активен. Для многих из нас этот момент наступает именно ранним утром. Это похоже на важную встречу с самим собой, а какая может быть более важная встреча, чем встреча, посвященная нашему личностному росту? Не забывайте отмечать каждое маленькое достижение в процессе обучения. Вы научились совершать видеозвонки с внуками. Победа! Вы поняли, как работают новые инвестиции? Празднуйте! Каждый новый опыт обучения – это победа, которую стоит отпраздновать.
Это похоже на сбор плодов из ухоженного сада, каждый плод имеет свою ценность и особую сладость. Обучение также помогает нам сохранять позитивный взгляд на жизнь. Когда мы изучаем что-то новое, наше внимание естественным образом переключается на возможности, а не на ограничения. Это как открыть окно в солнечный день, свет знаний освещает не только наш разум, но и все наше существо. Всегда помните, нет возраста для обучения, есть только желание расти и развиваться. Каждое новое знание похоже на кирпичик, который мы кладем в строительство более богатой и осмысленной жизни. И самое прекрасное то, что чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как много еще предстоит открыть. Интересное открытие в области нейробиологии заключается в том, что изучение новых вещей помогает предотвратить снижение когнитивных функций. Это похоже на тренировку для мозга. Чем больше мы тренируем его посредством обучения, тем сильнее и ловчее он остается. И разве не чудесно знать, что мы можем продолжать расти и развиваться на протяжении всей жизни? В заключение этой темы о целенаправленном обучении я хочу дать вам возможность задуматься. Каждый день – это новая возможность узнать что-то новое, расширить свой кругозор, стать лучшей версией себя. И когда мы объединяем это обучение с другими практиками, которые мы уже обсуждали, в нашей жизни происходит нечто волшебное. Теперь давайте узнаем, как все эти практики, которые мы изучили, гармонично сочетаются друг с другом, создавая настоящую симфонию благополучия в нашей жизни. Это похоже на рецепт бабушкиного торта, где каждый ингредиент играет свою особую роль, и если их смешать в правильном порядке, получается нечто гораздо большее, чем сумма его частей. Давайте разберемся, как это волшебство происходит в нашей повседневной жизни. Только представьте себе красоту этого процесса. Мы начинаем свой день между 3 и 5 утра, когда мир еще молчит. Мы начинаем с нежной медитации, которая успокаивает наш разум и подготавливает почву. Затем мы совершаем осознанные движения, пробуждая тело лаской. А затем, с ясным умом и бодрствующим телом, мы посвящаем время обучению. Это похоже на танец, где каждый шаг естественным образом ведет к следующему. Самое увлекательное – наблюдать, как небольшие изменения, вносимые последовательно, могут полностью изменить нашу жизнь. Это похоже на посадку сада. Сначала мы видим только подготовленную почву, но при ежедневном уходе и терпении цветы начинают прорастать. Точно так же эти практики процветают и в нашей жизни, привнося в наши дни больше красок, энергии и радости. Наука открыла нечто невероятное о нашем мозге. Он во многом похож на мышцу. Чем больше мы его тренируем, тем сильнее он становится. Когда мы совмещаем медитацию, движение и обучение, мы словно делаем полную гимнастику для своего ума. Результат – больше ясности ума, лучшая память и общее ощущение благополучия, которое сопровождает нас в течение дня. Одна из самых прекрасных трансформаций, которая происходит, когда мы практикуем эти 3 элемента вместе, это естественное увеличение нашей жизненной энергии. Многие из нас думают, что с возрастом естественно терять энергию. Но правда в том, что когда мы комплексно заботимся о своем теле и разуме, мы обнаруживаем запасы энергии, о существовании которых даже не подозревали. Это как найти источник молодости внутри себя. И увеличивается не только физическая энергия. Наше творчество также удивительно расцветает. Внезапно у нас появляются новые идеи для решения старых проблем. Этот проект, о реализации которого мы всегда мечтали, начинает казаться возможным. Как будто эти практики открывают в нашем сознании двери, о существовании которых мы даже не подозревали. Я знаю 75-летнюю женщину, которая, начав эти практики, осуществила свою мечту написать книгу семейных рецептов. Ценное преимущество этой комбинации практик заключается в том, как она влияет на наш сон. Многие из нас страдают от бессонницы или нерегулярного сна, не так ли? Но когда мы устанавливаем этот утренний распорядок дня, происходит нечто волшебное. Наши биологические часы настраиваются естественным образом.
Это похоже на настройку старого радио. Когда мы находим нужную частоту, музыка льется без помех. Самое прекрасное то, как эти практики помогают нам лучше справляться с повседневными проблемами. Беспокойство о семье, проблемах со здоровьем, изменениях в мире – все это продолжает существовать, но наш способ справиться с этими ситуациями полностью меняется. Это как зонтик в дождливый день. Проблемы существуют, но у нас есть защита и мудрость, чтобы справиться с ними. Еще один замечательный аспект – то, как такое сочетание практик укрепляет нашу связь с самим собой. В суете современной жизни мы иногда забываем прислушаться к своему внутреннему голосу. Но когда мы медитируем, двигаемся осознанно и учимся целенаправленно, мы словно воссоединяем прерванную нить, мы снова глубоко познаем себя. Исследования показывают, что люди, которые придерживаются подобных интегрированных практик, имеют значительно лучшее качество жизни. Речь идет не только о том, чтобы жить дольше, но и о том, чтобы жить лучше, с большей автономией и радостью. Это похоже на сокровище, которое со временем умножается. Чем больше мы практикуемся, тем больше пользы получаем. И более того, эти практики создают благотворный цикл в нашей жизни. Медитация помогает нам больше сосредоточиться на обучении. Обучение мотивирует нас лучше заботиться о своем теле. Осознанное движение помогает нам лучше медитировать. Это похоже на колесо, которое продолжает вращаться и приносит все больше и больше выгод. Каждый элемент усиливает другой, создавая прочную основу для нашей трансформации. Один из самых приятных аспектов – видеть, как эти практики улучшают наши отношения. Когда мы более сосредоточены и находимся в мире с самими собой, мы, естественно, становимся лучшими родителями, бабушками и дедушками и друзьями. Мы как будто излучаем свет, который приносит пользу всем вокруг. Люди нередко начинают замечать изменения в нас и вдохновляются на позитивные изменения в своей жизни. Последовательность является ключом к получению всех этих преимуществ. Нам не обязательно каждый день делать все идеально, но важно сохранять регулярность. Это как поливать растение, лучше давать ему немного воды каждый день, чем поливать раз в месяц. Маленькие последовательные шаги ведут нас к большим преобразованиям. Еще одно интересное открытие заключается в том, как эти практики помогают нам повысить устойчивость. Знаете ли вы эту способность восстанавливаться после трудностей? Да, оно естественным образом увеличивается, когда мы комплексно заботимся о своем теле, разуме и духе. Это как защитный жилет для решения жизненных проблем. Самое прекрасное то, что нет предела тому, насколько мы можем расти и развиваться с помощью этих практик. Каждый день приносит новую возможность обучения, каждая медитация открывает что-то новое о нас самих, каждое сознательное движение все глубже связывает нас с нашим телом. Это бесконечное путешествие открытий и преобразований. Теперь поговорим об очень важном, как преодолеть сопротивление, которое естественным образом возникает, когда мы начинаем преобразовывать свою жизнь. Встречаться на пути с некоторыми препятствиями, как внутри себя, так и со стороны других людей, это нормально. Но не волнуйтесь, я собираюсь поделиться с вами некоторыми ценными стратегиями, как справиться с такими ситуациями и вдохновить других людей в этом процессе. Во-первых, давайте поговорим о том маленьком голосе внутри нашей головы, который иногда говорит: «Это сработает» или «Я слишком стар, чтобы меняться». У каждого из нас есть внутренний голос, который задает вопросы, и это совершенно нормально. Это как когда мы начали учиться водить машину, сначала казалось невозможным делать так много дел одновременно, но с практикой и настойчивостью это стало естественным. Точно так же эти новые практики поначалу могут показаться сложными, но постепенно они становятся естественной частью нашей рутины. Одно из наиболее распространенных сопротивлений, с которыми мы сталкиваемся, исходит от наших собственных семей. Иногда наши дети или внуки могут найти наши новые практики странными. «Мама, почему ты просыпаешься так рано?» Или «Дедушка, зачем медитировать в этом возрасте?» Это вопросы,
которые возникают из-за их любви и заботы. Лучший ответ – наш пример. Когда они начнут замечать положительные изменения в нашем характере, настроении и энергии, их любопытство естественным образом перерастет в удивление. Еще одним распространенным сопротивлением является мнение, что у нас недостаточно времени, чтобы внедрить все эти практики. Но послушайте, нам не нужно начинать со всего сразу. Это похоже на сбор пазла. Мы начинаем с одного кусочка за раз. Это может быть 5 минут медитации утром, несколько легких упражнений в течение дня и немного чтения перед сном. Со временем мы естественным образом испытываем желание посвящать больше времени этим занятиям, которые так полезны для нас. Иногда мы можем чувствовать разочарование, когда не видим немедленных результатов. Важно помнить, что глубокие преобразования требуют времени. Это похоже на посадку дерева, мы не видим, как оно растет изо дня в день, но через несколько месяцев понимаем, насколько оно выросло. Точно так же изменения в нашей жизни происходят постепенно, и однажды мы с удивлением осознаем, какого прогресса мы достигли. Интересное открытие заключается в том, что за нашим сопротивлением часто скрываются более глубокие страхи. Страх перемен, страх выйти из зоны комфорта, страх разочаровать себя. Но ты знаешь одну вещь. Эти страхи подобны теням на стене. Они кажутся большими и страшными, но когда мы включаем светосознание, мы понимаем, что они не так уж и опасны. Каждая маленькая победа над нашими страхами делает нас сильнее и увереннее. Увлекательный аспект этого путешествия заключается в том, как мы естественным образом становимся источником вдохновения для других. Не прилагая особых усилий, просто живя более осознанно и лучше заботясь о себе, мы начинаем положительно влиять на окружающих. Это как свеча, которая при зажжении естественным образом освещает все вокруг. Исследования показывают, что люди, которые придерживаются подобных позитивных практик, оказывают значительное влияние на свои сообщества. Это то, что ученые называют волновым эффектом, подобно тому, как камень, брошенный в озеро, создает волны, которые расширяются. Наши позитивные действия создают волны трансформации, которые выходят далеко за пределы того, что мы можем себе представить. Очень эффективная стратегия преодоления сопротивления – вести простой дневник нашего путешествия. Записывание небольших побед, идей и даже проблем помогает нам более четко видеть свой прогресс. Это похоже на фотографирование растущего растения. Когда мы оглядываемся назад, мы поражаемся тому, насколько сильно оно выросло. Взаимная поддержка также важна на этом пути. Как насчет того, чтобы найти друга, который тоже хочет внести эти изменения? Вы можете обмениваться опытом, мотивировать друг друга и вместе отмечать достижения. Это как отправиться в поход. Когда у нас есть компания, путешествие становится легче и приятнее. Драгоценное открытие заключается в том, что чем больше мы практикуемся, тем естественнее все становится. Это похоже на обучение езде на велосипеде. Сначала нужно продумывать каждое движение, а потом оно протекает естественно. Практики, которые раньше казались сложными, превращаются в приятные моменты, которых мы